Обстрелы и обмены ударами на Ближнем Востоке продолжаются уже 8-й день подряд. В пятницу нефть пробила месячный максимум $88 и 90 плюс вопрос времени. Фондопады, техносектор сыпется и напряжение в очередной раз растут. Касательно переговоров, Трамп сказал свое слово еще на саммите в Анкаре. Для меня, я думаю, все кончено. Я больше не хочу с ними иметь дело. Они отбросы. Знаешь, кто такие отбросы? Они отбросы. Они больные люди. Ими руководят больные люди. И они жестокие, склонные к насилию люди. И если бы у них было ядерное оружие, они бы его использовали. И я поговорю с нашими переговорщиками. Они хотят вести переговоры. Они хорошие люди. Стив Уиткоф, Джаред Кушнер, но они должны вернуться ко мне. Что касается меня, тратить время на них – просто пустая трата времени. Они лжецы. Хотя буквально на днях он заявил, что представители Ирана ему звонили и умоляли о сделке. Но в очередной раз Тегеран назвал Трампа клоуном и заявил, что никто ему не звонил. Но вот что интересно. После того, как Иран выпустил баллистические ракеты по американской базе в Саудовской Аравии, Трамп обещал, что теперь Иран ждет настоящий ад. В то время как Иран заявил: Советник верховного лидера Ирана заявил, если удары США продолжатся еще несколько дней, мы перейдем к фазе полномасштабных наступательных операций. Таким образом, последние события еще больше откладывают потенциальные переговоры и создают дополнительную угрозу для продолжения роста нефти. С начала месяца плюс 25%. И тут вопрос: возврат в диапазон 100, усиление роста инфляции, дамп фонды и обвал битка до 60 тысяч, или же объявление о новых переговорах с подписанием сделки 2.0 в рамках ближайших недель. Это мы сегодня, друзья, и разберем. Я озвучу потенциальный сценарий развития войны, отвечу на вопрос, будет ли сделка, и если да, то когда, а что касается торговли, сегодня подготовил для вас сделки по нефти, пару хороших позиций по акциям техносектора, ну и конечно же по биткоину, который, кстати, в отличие от фонды неплохо так держится и даже вышел в плюс за эту неделю. Так что обязательно досмотрите видео до конца, если хотите получить торговые идеи на неделю. Поддержите ролик лайком, чтобы такой формат с трейдингом продолжал выходить на канале. $10 за прошлый комментарий забирает этот зритель, так что пишите комментарии, а мы начинаем. Итак, друзья, по старой доброй традиции, как только рынки ушли на выходные, Трамп нанес очередную мощную волну ударов по Ирану. Срочные новости Fox News. Трамп сжигает мосты. Прошлой ночью мы уничтожили 3 ключевых иранских моста возле Бандар-Аббаса, их крупнейшего порта и штаба военно-морских сил. Эти мосты – артерии, ведущие в самое сердце Ирана. Теперь они перекрыты. Мы также уничтожили крупную железнодорожную станцию, отрезав их военных от путей снабжения. И это еще не все. Об этом и о том, что нефть пробила максимальные уровни месяца, я писал у себя в телеграм-канале. И в этом канале мы не просто рассказываем главные мировые события и новости, а показываем, как на этом можно зарабатывать. Там есть мои торговые идеи, мысли, и все это применяется на практике. Кстати, наш конкурс совместно с BitGet, где можно получить новый iPhone и другую технику Apple, еще идет. Многие мои подписчики уже участвуют, открывают боксы и забирают крутые призы. И вся информация есть у меня в Telegram, ссылка в описании. Из интересного, Иран впервые за 4 месяца нанес удар баллистической ракетой по американской военной базе в Саудовской Аравии. Это очень важный момент. Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый уровень. Полной информации о разрушениях и потерях пока нет, но сам факт атаки показывает, что Тегеран готов расширять географию ударов и напрямую атаковать объекты США в регионе. Также Иран бьет баллистикой по базам США в Иордании. Трамп обещает жесткий ответ, и теперь вопрос не в том, ответит ли Вашингтон, а в масштабе этой операции. Наиболее вероятный сценарий – это контролируемая эскалация. США, вероятно, нанесут новую серию ударов по ракетным установкам, складам, системам ПВО, базам и командным центрам Ирана. Наземное вторжение, о котором многие говорят, пока кажется маловероятным. Трампу выгоднее показывать силу авиации и ракетами, не втягиваясь в долгую войну. Иран, скорее всего, продолжит отвечать по американским объектам, а именно в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Но Тегерану важно не допустить больших потерь среди военных США. И если погибнут десятки солдат, то Вашингтон получит повод перейти к более жесткой кампании. 2 американских военнослужащих были убиты, 1 до сих пор числится пропавшим без вести, и 4 получили ранения в результате иранской атаки баллистическими ракетами на базу в Иордании прошлым вечером. Это первые американские потери за последние месяцы, после того, как 6 военнослужащих армии США были убиты в первые дни войны во время атаки на Кувейт.
И главный риск сейчас – это случайная ошибка. Одна ракета может прорвать ПВО, попасть по крупному объекту или привести к массовым жертвам. И тогда конфликт быстро выйдет из-под контроля. Для нефтяного рынка ключевой вопрос – пострадает ли инфраструктура. Пока нефть растет на страхе будущих перебоев, а не из-за остановки поставок. И в базовом сценарии, если США ответят жестко, но нефтяные объекты останутся целыми, Brent может удерживаться в диапазоне 85 и 90 долларов за 1 баррель. Если под удары попадут объекты Саудио Арамко, а также терминалы, трубопроводы или порт Янбу, нефть может быстро уйти выше диапазона 95 долларов. Янбу важен. Через него Саудовская Аравия экспортирует нефть через Красное море в обход Ормузского пролива. И самый опасный сценарий – это полное закрытие Ормуза. Ирану выгодно полностью закрывать пролив, поэтому более вероятные атаки на танкеры, задерживание судов и временные остановки движения, конечно же, есть. Даже частичный перебой способны вернуть Брент в районе 95 долларов. Если пролив будет закрыт надолго, а удары затронут нефтяную инфраструктуру, которая находится в Персидском заливе, то цена, конечно же, может вернуться в диапазон выше 100 долларов. В принципе, здесь вывод простой. Я думаю, что США, конечно же, нанесут новые удары, Иран ответит по базам и судоходству, а страны региона будут пытаться не допустить полномасштабной войны, ведь тот же Пакистан и Катар по-прежнему хотят усадить их за стол переговоров, поэтому я, само собой, жду высокой волатильности. Пока нефтяная инфраструктура не повреждена, базовый диапазон Brent это 85 и 90 долларов. Если начнутся перебои с поставками, то цена быстро закрепится выше уровня 90 долларов. Из последнего вчера появилась информация, что Иран официально выходит из меморандума о взаимопонимании с США, заявляя, что больше не будет выполнять свои обязательства по соглашению. Это означает, что Иран больше не считает соглашения с США действующими и отказывается выполнять взятые на себя обязательства, включая прекращение атак, обеспечение безопасности судоходства через Ормузский пролив и участие в дальнейших переговорах. Проще говоря, дипломатия по факту сорвана. Риск новых ударов и перебоев с поставками нефти, конечно же, растет, а вероятность быстрого перемирия заметно снижается. Да, как говорится, наша песня хороша, начиная сначала, но в любом случае все приведет к паузе, переговорам и новой сделке. Это вопрос времени. И понимая, что так или иначе напряжение снизится, важно понимать, что будет с нефтью. А поскольку на криптобиржах торгуется именно WTI, будем отталкиваться от ее цены. С начала июля цена сохраняет устойчивый восходящий тренд. После каждого сильного импульса вверх рынок делает небольшие откаты в пределах 3-5%, после чего движение продолжается. Поэтому сейчас я допускаю, что рост может временно замедлиться. Рынку нужно переварить последние события, а часть инвесторов начнет фиксировать прибыль. На этом фоне возможна локальная коррекция еще на 3-4%. А торговать такое движение можно, но волатильность остается высокой, а текущий диапазон достаточно узкий. Поэтому открывать шорт по текущей цене я не планирую. Более интересный вариант – это дождаться роста к сильному сопротивлению в районе 88 долларов. Если цена не сможет закрепиться выше этого уровня и появится реакция продавцов, я буду рассматривать шорт с выводом стоп-лосса за уровень 90 долларов. Но одновременно я также рассматриваю и сценарий входа в лонг на откате к отметке 80 долларов. Ранее данный уровень выступал сопротивлением, а теперь после пробоя может стать поддержкой. Стоп в таком случае логично разместить ниже уровня 75 долларов, поскольку закрепление под этим уровнем ослабит восходящую структуру. Таким образом, я хочу выставить две торговые удочки: шорт от зоны 88-90 долларов и лонг от района 80 долларов, чтобы войти именно в момент потенциального разворота. Что касается техносектора, акции закрыли неделю в минус. S&P 500 упал, NASDAQ тоже упал, потому что технологические компании сильно просели. И поскольку давление на тех гигантов усиливается, этим можно очень хорошо воспользоваться. Тем более, что торговать акциями нефтью можно на BitGet. И не просто торговать, а еще и получать возможность выиграть iPhone, как я сказал в начале. При этом лучшие точки входа на разные активы вы можете получать у нас в подписке Coin22 Pro. На этой неделе мы шортили фонду и заработали на падении Microsoft, на коррекции цены Google и на других позициях. Пока крипта стоит на месте, мы постоянно ищем лучшие варианты для получения профита. И сейчас активно работаем с фондом и рынком США, а также нефтью. И если вы новичок, вас будет ждать пошаговое практическое обучение. Все участники Pro получают сопровождение и поддержку 24/7. Также мы помогаем ребалансировать убыточные портфели, чтобы быстрее вывести их в плюс. Поэтому если перед началом новой волатильной недели вы хотите получить прибыльные сделки, переходите и напишите нам по ссылке в описании.
пятницу мировые фондовые рынки потеряли около 1,8 триллиона долларов капитализации. Американская сессия также началась с масштабной распродажи. S&P 500 упал на 1%, а NASDAQ потерял около 2%. Сильнее всего пострадал сектор полупроводников. Индекс обвалился еще на 3% и официально вошел в зону медвежьего рынка, опустившись более чем на 24% относительно июньского максимума. Акции крупнейших мировых производителей микросхем уже несут большие потери, что указывает на ускорение тока капитала из техносектора. Именно об этом еще до падения я говорил вот в этом видео. Но продолжат ли акции падать и как же на это можно заработать? Поскольку в понедельник рынок снова рискует открыться в минус, есть вариант рассмотреть шорты. Одним из наиболее интересных вариантов для продолжения шорта остается Nvidia. Цена подтвердила нисходящую структуру после того, как не смогла закрепиться выше уровня $210. Это указывает на сохранение давления со стороны продавцов и открывает потенциал дальнейшего снижения примерно на 5-10%. Технически шорт можно рассматривать даже по текущей цене, однако входить по рынку перед открытием торгов в понедельник крайне рискованно. На фоне высоких напряженностей в геополитике цена может открыться сильным гэпом в любую сторону, поэтому соотношение потенциальной прибыли и риска при таком входе не самое привлекательное. Лично я рассматриваю более осторожный вариант – дождаться повторного теста нисходящей линии и подтверждения зоны $208-210 в качестве сопротивления. Именно в этом диапазоне можно выставлять лимитки на шорты, а стоп-лосс логично вывести выше нисходящей структуры, примерно в район $215 и $216. В таком случае риск позиции составляет около 2,5-3,5%. Первую частичную фиксацию можно рассматривать в районе $198 и $200, что дает потенциал снижения примерно на 5%. Основная цель находится около поддержки $190, где потенциал движения составляет 9-10%. Таким образом, соотношение риска потенциальной прибыли составляет примерно 1 к 2,5 и 1 к 3. Здесь я также работаю по принципу удочки, то есть не догоняю цену по рынку, а заранее выставляю ордер в сильной зоне сопротивления и просто жду повторного разворота. Еще один потенциальный шорт я рассматриваю по Intel, особенно с учетом приближающегося отчета 23 июля. Цена уже вышла из локальной восходящей структуры и пробила ключевую поддержку в районе $100. Если при повторном тесте данный уровень подтвердится в качестве сопротивления, то давление на цену может усилиться, открывая потенциал снижения еще на 10% в течение ближайшей недели. Но волатильность акций Intel остается очень высокой, поэтому входить по текущей цене я бы не стал. Более осторожный вариант – это дождаться возврата к уровню $100 и рассматривать шорт только после появления признаков сопротивления. Стоп-лосс в таком случае можно рассмотреть выше уровня $110, потому что если мы пробьем данный уровень, то вся эта медвежья структура, конечно же, ломается. Но почему вообще стоит открывать шорт именно перед отчетом? Отчет о прибыли за второй квартал опубликуют 23 июля. Ожидается выручка около $14,4 миллиарда и прибылью примерно 21 цент на акцию. Однако даже сильные показатели не гарантируют рост. Большая часть позитивных ожиданий уже заложена в цене, поэтому рынку потребуется не просто хороший отчет, а заметное повышение прогнозов и при этом высокие заложенные ожидания на следующий квартал. Главными рисками остаются рентабельность, крупные убытки подразделения Foundry и осторожный прогноз. Поэтому даже при формально сильном результате акции могут оказаться под давлением. По старому доброму принципу продавай новости. Так что я буду открывать сделку именно под отчет. А по биткоину ситуация следующая. Сейчас активно обсуждается вероятность того, что на следующей неделе США могут принять закон о прозрачности крипторынка. Конечно же, для самой индустрии это очень позитивный сигнал. Но я не думаю, что одна эта новость моментально запустит новый сильный рост. Да, положительная реакция возможна, но без фанатизма. Особенно с учетом того, что часть ожиданий уже заложена в цене. Если посмотреть на глобальную структуру биткоина, то текущий цикл во многом напоминает 2018 год, только заметно меньшей волатильностью. Сначала мы увидели продолжительное снижение, затем фазу капитуляции и формирования локального дна. После этого началось восстановление. Именно такая последовательность обычно становится фундаментом для следующего крупного бычьего цикла. Главное отличие заключается в том, что каждый новый цикл становится крупнее и ликвиднее, поэтому сама волатильность постепенно снижается, падение становится менее глубоким, но и сам рост тоже не происходит с той же скоростью, как это было несколько лет назад. Но если ожидается финальная капитуляция, стоит ли фиксировать прибыль и продавать биткоин? Здесь все достаточно просто. Я по-прежнему считаю, что перед следующим серьезным снижением цена может показать еще один импульс вверх.
Мои первые сделки на покупку были исполнены в районе 58 тысяч. Я не могу со стопроцентной вероятностью сказать, что это настоящее дно, но и при этом рисковать, чтобы полностью выйти из рынка, я также не хочу. Я лучше сохраню свой базовый лонг, при необходимости переживу еще одну просадку и продолжу наращивать позиции, если активируются мои более крупные заявки на покупку. Но это если говорить о более долгосрочных перспективах. А в краткосрочном варианте я работаю по сценарию повторного отката. Биткоин начал июль достаточно уверенно и уже прибавил более 10%, но саму сезонность никто не отменял. Исторически август и сентябрь очень часто выступали слабыми месяцами для крипторынка, и сентябрь нередко заканчивался снижением, поэтому я пока ожидаю повторный откат в августе. Ключевым уровнем для меня по-прежнему остается 65 тысяч. Пока цена не закрепилась выше этой отметки, говорить о полноценном росте пока рано. Интересно, что на фоне падения фондового рынка биткоин пока держится хорошо, но, как я уже говорил ранее, в базовом сценарии я жду повторного движения в диапазон 67 и 70 тысяч. И здесь возникает главная проблема. Открывать новые лонги по текущим ценам я бы уже не стал. Лично я удерживаю позицию от локального дна. Если же вы пропустили вход, догонять цену сейчас слишком рискованно. В таком случае лучше присматриваться к шортам от диапазона 67 и 70 тысяч. В этой зоне можно заранее выставить лимитки, а стоп-лосс вывести выше уровня 75 тысяч. И при этом нужно следить за уровнем 65 тысяч долларов. Если после отката цена не сможет вернуться выше этого уровня и подтвердить его в качестве сопротивления, то шорт уже можно будет рассматривать не выше, а именно от этой зоны. И в этом варианте, если цена не пойдет выше, то я также буду фиксировать свои краткосрочные лонги и уже переходить в шорты. Именно по этим базовым сценариям я планирую торговать на следующей неделе. А более быстрые идеи и внутридневные сделки для заработка на локальном движении рынков я буду публиковать в своем телеграм-канале. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, поддерживайте видео лайком, пишите в комментариях свои прогнозы по биткоину, а также нефти на следующую неделю. Всем спасибо за просмотр, вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!